Привет! Примерно год назад на моем канале выходило видео про замечательный USB микрофон Fifine K669. Тогда он меня приятно удивил и поразил качеством своей работы. Собственно, именно по этой самой причине на сегодняшний день на постоянной основе я в своих видеороликах его и использую. Он у меня немножечко вот таким вот образом оброс. Я для него купил такой вот металлический паук-держатель и вот такой скругленный поп-фильтр. Он крепится на микрофон за счет вот таких вот резиночек, которые здесь есть. Ну а так, по сути, это вот у нас сам микрофон Fifine. Пользуюсь я комплектной стойкой треногой, не стал я покупать и заморачиваться пантограф, тем более, что он у меня был, но он очень большой и здесь в комнате его нигде нельзя прикрутить так, чтобы он не мешал. И вот буквально недавно я узнал, что компания Fifine начала выпускать сразу целые готовые комплекты для вашего стрима, для какой-то прямой трансляции. Туда уже сразу входит стойка пантограф, поп-фильтр и паук-держатель. То есть, по сути, вам больше ничего докупать не нужно. Ну, естественно, сам микрофон тоже туда входит. Эта штука называется T669. Я ее, естественно, заказал, чтобы посмотреть. Вот в такой вот посылочке большой коробке оно приехало. И сегодня вместе с вами я хочу в видео ее распаковать, протестить микрофон и посмотреть, как он работает. В общем, как-то так. Итак, вот что имеется у нас в комплекте T669. Первое — это стойка пантограф, изготовленная из металла. Длина колена в ней составляет 36 см. На самом деле те пантографы, что продают повсеместно на Алиэкспрессе, и тот, что есть у меня, намного длиннее, нежели данный экземпляр. К примеру, длина колена моего пантографа составляет 50 см. К стойке также идет специальное крепление для установки на рабочий стол. Сделано оно также полностью из металла и работает по принципу зажимных тисков. Следующий элемент — это непосредственно паук-держатель. Он имеет довольно нестандартную конструкцию и выполнен из пластика. По сравнению с классическим пауком тут у нас нет никаких зажимов, а микрофон крепится вот в это центральное отверстие и фиксируется по резьбе специальным кольцом. Помимо навесного поп-фильтра в комплект также входит и другой фильтр, который надевается непосредственно на сам микрофон. Таким образом, у вас есть возможность выбора, какой поп-фильтр использовать в той или иной ситуации. Также возможно их скомбинировать и использовать вместе. Теперь мы переходим к самому микрофону. По сути, внешне перед нами полная копия Fifine K669. Микрофоны выглядят идентично. Это тот же самый полностью металлический корпус, выкрашенный в черный цвет, с металлической защитной сеткой и оправой. Разница между ними состоит лишь в том, что у K669 несъемный провод, в то время как у модели T669 провод съемный и имеет длину в 2,5 метра. По сути, такой длины должно с запасом хватить, чтобы дотянуться до самого дальнего USB входа в вашем компьютере. На вид провод сделан качественно. Его разъемы покрыты оболочками из алюминия, что дает некое ощущение надежности. Кстати, в новом микрофоне никуда не делся и аналоговый регулятор чувствительности. Он тут точно такой же, как и в предыдущей модели. Крутится плавно, позволяя довольно тонко настроить уровень громкости. Единственное, тут хотел бы обратить ваше внимание на то, что у Fifine есть еще такой похожий набор, в котором микрофон не имеет такого регулятора. Так что будьте внимательны, если вдруг решите заказать себе подобный набор. Ну а что еще у нас имеется в комплекте? Как вы заметили, из коробки на сам микрофон накручен простенький держатель. И вот как раз для него тут имеется небольшая стойка тренога. Ровно такая же была в комплекте с K669. И вот таким образом мы имеем полный боевой комплект на все случаи жизни сразу из одной коробки. С помощью такого набора можно использовать данный микрофон как в стационарном виде, прикрутив его к столу, так и с легкостью снять и взять с собой на выезд, прихватив мини-стойку. Ну что же, давайте теперь я соберу всю эту конструкцию воедино и мы приступим к небольшому тесту работы данного микрофона. Ну что ж, друзья, пришла пора тестировать наш сегодняшний микрофон. Я уже нацепил его на пантограф, выставил 50% волюме вот на этой крутилочке, где-то вот стоит она где-то посерединке. Нацепил поп-фильтр и давайте сейчас покажу вам, какие у меня настройки в системе по звуку. Панель управления звуком откроем. Здесь у меня внизу стоит динамики Realtek, то есть у меня динамики работают от ноутбука. Запись у меня стоит USB PNP Audio Device, если вы можете видеть, то здесь вот этот микрофон выбран. И свойства заходим в уровни и смотрим. У меня сейчас здесь стоит 80% чувствительности микрофона. Окей, сворачиваем. Ну что же, запускаем Audacity. Выбираем микрофон USB PNP Audio Device, я уже здесь его выбрал. И нажимаем Rec.
Раз, два, три, четыре, пять — это тест записи микрофона Fifine T669. В общем, вот так вот он записывает, как меня слышно. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Давайте немножечко помолчу, и мы послушаем тишину. Ну что же, вот так вот звучала тишина. Теперь, наверное, давайте на этом закончим наш тест и приступим к другому, где еще дополнительно вот такой вот колпачочек еще одену на сам микрофон. Не переключайтесь. Ну что же, давайте приступим ко второму тесту. Я уже нацепил второй колпачок, то есть у меня теперь два поп-фильтра, и мы сейчас послушаем, как будет записываться именно в таком вот двойном поп-фильтре у нас звук. Я нажимаю REC и начинаю записывать. Раз, два, три, четыре, пять — это тест микрофона T669 от компании Fifine с двойным поп-фильтром. Как меня слышно, отчетливо или нет, давайте, собственно, разбираться. Также я еще хотел немножечко попечатать на клавиатуре. Для этого я открыл вот такой вот замечательный файл Word, и давайте что-нибудь напишу. Например, привет, как дела? Ну вот таким вот образом, надеюсь, звук клавиатуры был записан. Также у меня здесь еще периодически клацает мышка. Можно попробовать, собственно, и послушать, как будет записывать микрофон вот эту клацающую мышку. Ну вот как-то так это записывается. Наверное, думаю, этого достаточно. И я думаю, на этом можно наш тест сегодня завершать. Ну что ж, друзья, давайте резюмировать. Я сейчас послушал эти записи, которые получились, и могу с полной уверенностью сказать, что перед нами K669 микрофон, только немного модернизированный. Ребята в него добавили съемный провод и в принципе больше ничего менять не стали. Наверное, это даже к лучшему, потому как K669 многие себе не покупали только из-за того, что провод был несъемный. А сейчас, если вы начинающий стример и хотите немножечко сэкономить и купить что-то подешевле на старте, то вот такой вот набор я считаю must have, потому что здесь у вас сразу и стойка, и поп-фильтр, и хороший, отличный микрофон. В общем, у меня вот такие вот мысли по этому поводу были, а вы же свои пишите в комментариях под этим роликом. А на сегодня это все, друзья, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, если видео было полезным или просто понравилось, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь, всем всего хорошего и до новых встреч. Всем пока!